Он один из самых красивейших голосов Франции. Он занят в самых знаковых мюзиклах современности. Его лирический, чувственный голос заставляет женские сердца биться чаще. Удивительная харизма, обаятельная улыбка и чувственный взгляд. С нами певец Нуно Резенде. Ennemi, tapis en mon esprit. Faites mes défaites, sans répit, défi. Je renie la fatale hérésie qui ronge mon air. Je veux renaître. Добрый вечер, Нуно. Как твои дела? Добрый вечер. Как ты? Немного устал. Вчера был очень непростой концерт. Очень успешный, я бы так сказала. Да, успешный концерт, энергетически насыщенный, с очень приятной энергией извне, знаете. Это невероятно видеть столько счастливых и радующихся людей. Они танцевали, некоторые даже плакали. Ты испытал множество эмоций? Да, действительно. Когда ты исполняешь песни из мюзиклов, ты погружаешься в них с головой, в музыку, в текст, тогда как в песнях других стилей все совсем иначе. Там более развлекательный стиль, я бы так сказал. Вот так, уставший, но счастливый. Это приятная усталость. Да. Я знаю, что это не первый твой приезд в Россию. Да, и я уже был в Санкт-Петербурге на фестивале «Белые ночи». Да? Там все было абсолютно по-другому. Большой концертный зал, телевидение. Здесь же была более камерная обстановка. Да, зритель находился совсем близко ко мне. Это разные вещи, но в том и в другом случае это море позитива. Это здорово. Огромное удовольствие работать с такими артистами, как Scorpions. Вечеринка была и до, и после концерта. Это каких-то 3 совершенно незабываемых дня. И, конечно, Санкт-Петербург. Невероятно красивый город. Мы гуляли, катались на кораблике по Неве. Это было потрясающе. Любишь ли ты русскую кухню? Кухню? Конечно, борщ. Я очень люблю Правда? борщ. А может быть что-то еще? Блины, Нет, например? бифстроганов. Любишь больше сладкое или соленое? Соленое. Борщ и бифстроганов. Обожаю бифстроганов. Когда я был маленьким, мои родители часто готовили его мне. Для нас это было что-то новенькое, потому что у нас в Португалии есть только наша национальная кухня. Что, например? Рыба треска. И еще много чего из свинины. И я слышала, что ты вегетарианец. Так ли это? Нет, это не так. Я просто стараюсь употреблять блюда из мяса как можно меньше. Ты ранимый мужчина? Очень, даже слишком. Что тебя может ранить, обидеть? Глупость. Что именно? Человеческая глупость. Люди часто не понимают, как больно они могут сделать. Бывает, что они неаккуратны в своих выражениях и словах. Обидно, что большинство людей этого даже не замечает. Можешь ли ты простить человека за причиненную боль или обиду? Да, я прощаю быстро. Достаточно того, чтобы человек понял, что он поступил неправильно, и вынес из этого урок. Есть ли у тебя какой-то самый близкий тебе человек, друг? Да, это мои родители, мои лучшие друзья. Твоя семья? С самого детства мои родители помогают мне. Они всегда рядом, в каждом моменте моей жизни. К сожалению, я не часто с ними вижусь, так
как постоянно на гастролях и мало бываю дома. Мне не удается быть с ними рядом всегда, но когда я приезжаю к себе, в Португалию, я стараюсь проводить как можно больше времени с моими родителями. Я знаю, ты много гастролируешь, у тебя не хватает времени на семью. Да, это так. Они мне дали очень многое, что касается моего воспитания. Самое главное, это то, что они во всем меня поддерживают, а это многого стоит. Безоговорочно, безусловно. Ты часто поешь песни о любви, а любовь в твоей жизни занимает важное место. Есть множество проявлений форм любви. Например, если говорить о моих родителях, есть любовь между матерью и сыном к матери. Есть также любовь между двумя людьми, которые друг друга любят как друзья. Я думаю, что любить — это значит заботиться и думать о близком тебе человеке. Когда я пою песни о любви, в каком бы то ни было стиле, это тоже способ разделить мои чувства и эмоции со зрителем. Например, вчера на концерте в Екатеринбурге был настоящий обмен любовью между мной и зрителем. Мы были все в каком-то единстве, и я сумел почувствовать их любовь. Могу предположить, что ты еще не нашел свою Джульетту. История Ромео и Джульетты особенная. Мы знаем лишь то, как они познакомились, но не знаем, что было бы с ними через 10, 15, 20 лет. Мы знаем, что они нашли друг друга и тут же умерли. Я надеюсь, что я еще долго не встречу свою Джульетту, иначе мне придется сразу же умереть, а я бы этого не хотел. У меня нет такой цели. Ты себя считаешь больше французом или португальцем? Я думаю, что я гражданин мира. Так как ты часто путешествуешь, Мне нравится говорить на разных языках, менять страны и обстановку, которая меня окружает. Я очень люблю Португалию, люблю бывать в Бельгии, но при первой же возможности, если есть отпуск, я вновь возвращаюсь в Португалию, потому что там красиво, недорого. У меня там свой дом, где я люблю проводить время. Это моя родная страна, где я родился. Я говорю на португальском языке и все чаще стал замечать, что провожу там все больше своего свободного времени. Но я также могу сказать, что я не тот и не другой, что я все же и не португалец, и не француз. Я гражданин мира. боишься ли ты одиночества? Я часто люблю побыть наедине. Провести время для себя — это очень приятно. Когда ты занимаешься такой профессией, и тебя постоянно окружает огромное количество людей, побыть в одиночестве доставляет большое удовольствие. Многие из твоих поклонниц задаются вопросом, почему ты еще не женат? Это не просто жить вместе. Это не просто для тебя. Нужно быть более свободным человеком. Даже когда ты в отъезде, нужно уделять внимание любимому человеку, находить для этого время. Всегда. Мне не просто найти человека, с которым я захотел бы прожить всю жизнь. Мои родители, например, очень любят друг друга и не могут жить врозь. И все равно между ними существуют конфликты время от времени. Я вижу достаточно часто такие пары, которые не могут найти золотую середину в своих отношениях. Жить вместе — это действительно тяжело. А женщины сложные? Женщины очень сложные, но и мужчины тоже. Каждый по-своему непрост. Есть ли у тебя еще проекты, которые ты не реализовал, но хотел бы? В моих планах гастроли в Китае с рок-оперой «Моцарт».
Мы будем там в течение 3 месяцев. А также чуть позднее с Ромео и Джульеттой. Мы посетим в Китае 9 разных городов. Я думаю, будет здорово. А еще я купил дом в Порто. Хочу сделать там несколько квартир и собираюсь их сдавать. Поклонники могут приехать к тебе? Да, они могут снять там квартиру на время отдыха. Я уже начал работу над этим проектом вместе с дизайнером и инженером. Мы в процессе строительства. Позднее квартиру можно будет найти и зарезервировать через Airbnb, Booking и множество других сайтов. Есть ли у тебя еще персонаж, которого бы ты хотела сыграть на сцене? Да, Грингуар из Нотр-Дам, «Время парижских соборов» и «Луна». Я обожаю эти песни. Да, они прекрасны. Особенно его партию. Мне нравится Бруно Пеллетье как исполнитель. Я тоже его очень люблю. Так что я очень хотел бы сыграть Грингуара из Нотр-Дам. Я еще не потерял надежду. Все еще возможно. Забавно, но продюсер рок-оперы «Моцарт» в Китае, Николя Талар, он же продюсер Нотр-Дам. И, в общем, часть труппы оттуда с нами в Моцарте. Есть ли у тебя певец или певица, которые тебя вдохновляют, и с которой, возможно, ты бы хотел создать дуэт? Одно время мне очень нравилась Селин Дион. Да, великая певица. Бейонсе тоже невероятная певица. Джесси Джейн уникальная, я ее обожаю. Все, что она делает, такое благородство, и это слышно в ее голосе. Мощный голос. Мощный, и она безупречна, прекрасна. Как я уже сказал, бесконечное какое-то благородство. Ты чувствуешь контроль над голосом. Она дает такие эмоции, очень сильная вокальная техника. И даже когда ты смотришь отрывки из программы «Голос», ты сразу же чувствуешь, насколько она простая и искренна. Такая живая вся. Мне она очень нравится как певица, хоть я с ней близко не знаком. Но я никогда не осмелился бы ей предложить спеть дуэтом. Хорошо, Нуно, спасибо большое за то, что смог сегодня прийти. Я желаю тебе удачи и в жизни, и в карьере, и я надеюсь, что 2019 год будет самым прекрасным в твоей жизни. Я знаю, что у тебя много поклонниц в России, и я бы хотела, чтобы ты им что-нибудь пожелал. Привет всем моим русским поклонницам и русскому фан-клубу ВКонтакте. Сначала я хотел бы поблагодарить всех, кто смог приехать на мой концерт в Екатеринбурге 8 декабря. Мы отлично провели время, и я надеюсь, что мы сможем также организовать нечто подобное в Москве и Санкт-Петербурге, ближе к вам, и повторить этот незабываемый вечер музыки. У меня есть возможность поздравить вас с Рождеством, Новым годом и пожелать вам всего самого великолепного и нового 2019 года. Целую вас. Пока.